Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Заходите в Инстаграм 37 рыжие 38. И в принципе, например, на Дзене, который у меня не основной канал мой YouTube, был, есть и будет. Вот, но тем не менее, там я тоже выкладываю, пусть с некоторой задержкой, видео, и к новым видео там открыты комментарии. То есть все, что из архива закрыты комментарии, к остальному открыто. Вот. Так что как-то так. И, кстати, да, я благодарю всех, кто смотрит мои видео, кто ставит лайки, кто подписывается. Я очень вам благодарна за поддержку. Вот. Потому что статистика сейчас очень-очень радует. Мне очень приятно. Я, по-моему, в предыдущем влоге показывала, что лежала перед сном, рассматривала вот эти раскраски и думала, чтобы мне где пораскрашивать. Я просто действительно на ночь очень люблю перелистывать их. Это вот, да, к слову, даже о том, зачем нам столько много раскрасок. Ну, помимо настроения, хотя, наверное, прикольно тоже иметь одну раскраску, украсить ее иной раз даже по порядку. В этом тоже есть свои плюсы очевидные. Но и если, как вот у меня и у многих девочек, много раскрасок, это тоже здорово, потому что, ну и под настроение, как бы можно что-то выбрать. И самое главное, это то, что вот действительно перелистывать раскраски очень приятно, и смотреть, что раскрашено, и даже то, что не раскрашено. Вот. Ну, насчет Ханны Карлсон, я в прошлом месяце также ее, как и всегда, задействовала. И, естественно, раскрасила иллюстрацию, показала ее вам. Но когда я перелистывала, я вот что обнаружила. То есть, видимо, я начала еще одну иллюстрацию, получается. По всей вероятности, начала что-то еще, но поскольку уже было в блокноте отмечено, что я раскрасила, и, видимо, закрутилась и забыла. Поэтому в этом месяце я буду, естественно, доделывать здесь именно эту иллюстрацию. Я брутфунерами красила, поэтому вот здесь вот я даже записала, чем именно красила, и, в общем, да. Но сейчас я не буду этим заниматься, то есть она у меня будет на днях раскрашена, просто честно, именно вот сегодня я не хочу ее красить. Так, далее, заколдованный лес. Ну, здесь я изначально начинала раскрашивать по порядку. Вот здесь вот все так, знаете, заботливо раскрасила. Вот тут вот у меня раскрашено. В прошлом месяце я вам показывала вот эту иллюстрацию, которую я раскрасила. Но до этого я еще как-то забежала вперед, пропустив этот разворот, и раскрасила вот эту, потом вот эту страничку. Вот. Также у меня здесь вот это раскрашено. Страница. И вообще, по логике, да, было бы хорошо в этом месяце раскрасить вот эту иллюстрацию. И учитывая, что уже вот этот разворот сделан, то получится, что у меня прям по порядку вот будет все раскрашено. Ну, а потом приступить к этому развороту следующие месяцы. И получится, что прям вот по порядку, а тут уже иллюстрация, которая очень нравится, ее вообще будет кайфово красить. Но я так хорошо подумала и поняла, что если я вот эту иллюстрацию и затрону в этом месяце, то это будет не сейчас. Я, ну не знаю, не хочу я сейчас ее красить. Мне все-таки понравилось.
Сейчас скажу, какая мне иллюстрация очень понравилась. Вот это. И я хочу именно ее раскрасить, хочу вот я вижу, какой она будет. Поэтому раскрашу именно ее. В конце концов, это хобби, а уж сейчас-то тем более практически, да, то буду получать просто удовольствие от процесса, и не буду я гнаться по порядкам там, как говорится. Так, и тогда вот у меня закладка. Надо бы ее сразу сюда положить. В общем, я сейчас подберу карандаши, которые буду использовать, вернусь к вам. Вот. Ну а что касается Лулумайи, тут я не знаю. В принципе, мне эта раскраска нравится. Когда у меня, может быть, в этом месяце я здесь пораскрашиваю, тогда, наверное, это будет вот эта иллюстрация. Симпатичная такая. Наверное, так. Но пока я ее поставлю на полку. Я не фанатка Лулумайи, но вот перелистывать ее раскраски мне нравится. И мне нравится, как они выглядят. У них очень классные обложки, и еще мне нравятся вот такие обложки сверху. Вот именно на этих раскрасках это как-то вообще супер смотрится. Ну вот для меня, мне приятно это и тактильно, и по восприятию. Выбрала я для себя полихромосы. Ну, как я понимаю, у меня это я выбрала для вот этого наряда. Я просто, знаете, могла бы сейчас посмотреть первый наш с Оксаной совместник «Зима близко», который был не в этот раз. Ну, в общем, первый наш совместник. Я там в «Игре престолов» раскрашивала. Слушайте, по-моему, в «Игре...» А, нет, вру. Не в «Игре престолов», нет. По-моему, я в «Средиземье» что-то раскрашивала. Можно вспомнить, пересмотреть видео, где что я раскрашивала, посмотреть, какие карандаши, но не буду я этим заниматься. Я, насколько помню, это был вот полихромосы, абсолютно точно 173 мне нужен, ну и, возможно, вот этот желтый, 92-01-107. Но на всякий случай взяла еще вот эти вот карандаши, это майский зеленый 170 и Yellow Ochra 183. Пусть лежат. В общем, буду раскрашивать одежду этими цветами. Но вообще, я сейчас еще возьму, наверное, Magic и развлекусь вот тут вот, как всегда. Правда, наверное, было бы хорошо взять Bicolor от Берлинга, он потоньше. Но я им, как всегда, буду лучше дорабатывать всякую мелочевку вот по краям. Потому что все-таки вот более совершенный цвет это вот у этого карандаша. Как видите, он у меня максимально сточен, хотя в принципе у меня и Кохенуровский появился даже вперед. Но правда появился раньше, а использовать я их практически одновременно начала, потому что сначала не знала, куда их использовать. Вот. Но тем и лучше понятно, какой мне нравится больше. Ну вот здесь, да, если есть возможность пройтись Мэджиком, я им прохожусь, и я даже не буду там ничего выдумывать каким-нибудь другим цветом. Вот пусть будет именно этот. Да, так что здесь вот еще будет доработка двусторонним Мэджиком. Так, и сейчас перевернуть, и главное не выйти из кадра. Я уже заказала себе держатель для телефона, для смартфона.
чтобы снимать с обычного штатива. Хотя, если честно, я не знаю, может быть, я и в хобби-влоге все-таки буду снимать именно вот так вот. Посмотрим. Но держатель мне нужен для основного штатива, потому что я же еще снимаю лайф-влоги, мотивацию на уборку, и там все-таки нужно. Нет, я могу отсюда, например, кольцевую лампу вместе с держателем снять и переставить на основной штатив, но я не хочу этим заниматься, потому что мне и то, и другое нужно 24/7, и переставлять туда-сюда я не хочу. Я не помню, рассказывала или нет, я изначально хотела, конечно, купить вот такой штатив, с которого я сейчас снимаю из фикс-прайса. Ну, потому что там идет держатель, думаю, в принципе, 250 рублей. И держатель будет, и штатив. Но штатив можно, например, там в Питер отвезти или здесь в какую-то другую комнату поставить. Но он на самом деле ненадежный. Вот. А вот этот вот мой, он, ну, это в основном вот для кольцевой лампы. А так я снимаю с другого, с более хорошего, качественного. Вот. Но я что-то... У них что-то глючило на сайте, я не смогла посмотреть, в каком именно он находится, есть в магазине. Мне не хотелось по району бегать, искать. И в итоге я за 120 с чем-то или за 130 с чем-то рублей на Валбересе заказала. Правда, идет это в Москву аж из Минска. И доставят мне числа 8 или 10. Когда этот влог выйдет, я не знаю, может быть, он как раз и выйдет. Потому что я снимаю впрок. Вот. Короче, вот это я уже доделки будут за кадром, и теперь я приступлю к раскрашиванию одежды. Так, ну с чего начну? Наверное, с этого рукава. Не знаю, получится у меня так раскрасить или нет, как в прошлый раз, или не выйдет. Очень хорошо здесь, кстати, полихромосы ложатся. Они не везде, как по мне, ложатся. Не, ну это нормально. Все карандаши, как правило, где-то хорошо, где-то не очень. Нет, конечно, бывают карандаши, которые прям вот на какой-то конкретной бумаге ложатся, а по большей степени нигде не ложатся. И такое случается. Ну, вот. Но в основном, конечно, вот. В общем... Попробую, что из этого выйдет. Я обычно в последнее время сразу начинаю влог и начинаю процесс раскрашивания. В этот раз у меня как-то немножко больше болтовни, ну да и ладно. Хорошо все менять, хорошо, чтобы по-разному снимать влоги, чтобы что-то, ну даже если не новенькое, то ну, хоть какие-то были изменения. Хотя во многом я люблю стабильность. Не, вроде получается. Вроде бы я сейчас смотрю так, нормально. Хорошо бы, наверное, найти и показать вам, что именно я имела в виду, как именно я хочу раскрасить. Ну, наверное, я сейчас это и сделаю. Прервусь и вам покажу, наверное, что я имела в виду, если найду. Но мне кажется, я раскрашивала так одежду в Средиземье, потому что в «Игре престолов» у меня там синие цвета, там где Санса, вот это вот. Кстати, хорошая раскраска «Игра престолов», много там классных иллюстраций, но и я бы даже вот так вот, пересматривая раскрашенные работы, я по большей степени они мне даже нравятся. Но, знаете, чем больше мне там работ получается, тем по итогу страшнее раскрашивать. Причем вот у меня была такая история, вот эти то ли эльфы и драконы, что-то такое, Клары Харт, кажется, раскраска.
Я тогда только начинала раскрашивать, и я совсем по-другому красила, вообще по-другому. И сейчас, когда смотришь, понимаешь, что ну совсем. Вот. Но на тот момент это было лучше, чем до того. И когда у меня что-то там получалось, мне становилось страшнее, что я раскраску испорчу. В итоге я сейчас понимаю, что я могу раскрасить гораздо лучше, а страх остался, и она у меня так стоит. Представляете? Надо это как-то перебороть. Я все постоянно хочу вернуться к тому раскрашиванию. А с другой стороны, я думаю, может быть, раскрашивать так, как изначально я красила там. Да. Вообще печаль какая-то. И при этом я понимаю, что я даже... Это вот не со всеми так раскрасками бывает. Чаще всего у меня как раз такое отношение, что раскраска — это всего лишь лист бумаги. И не стоит над ним трястись. Вообще, все, что мы покупаем... Нет, понятно, что к любым вещам, которые мы покупаем или даже просто где-то используем, всегда нужно относиться бережно, безусловно. И будь то это свои вещи, будь то это чужие вещи, всегда нужно относиться бережно. Но при этом, мне кажется, не нужно забывать ими пользоваться. Не нужно трястись настолько, чтобы их не использовать. Потому что, ну, действительно, вот, допустим, взять какой-нибудь гель для душа. Вот у меня было такое, когда мне один гель нравился, я раз купила 2, там 3, потом, ну, я даже, мне кажется, рассказывала эту историю. А потом он пропал из продажи, я его нашла в одном магазине, купила, поставила в запасы. В итоге он у меня простоял года 4, и, в общем-то, он не испортился. У него как бы просто улетучился этот запах, так он не изменился, ничего как бы, но и пользоваться им уже неинтересно. Вот спрашивается, что он стоял. То есть, по факту, лучше бы я... Да, вот здесь вот придется много наслаивать. Лучше бы я им воспользовалась и получила удовольствие, чем наслаждалась, как сказать, обладанием, да, этого геля, а потом просто бы вот. Поэтому да, как-то так. Ну, с раскрасками здесь проще. Она стоит, с ней ничего не будет. Ну, я так думаю. Ну, по крайней мере, я еще не видела такого, чтобы напечатанная иллюстрация со временем стала бледнее. Но все-таки. Так. Ну, в общем, как-то вот так буду потихонечку здесь раскрашивать. Я уже вижу, как это будет раскрашено. Как оно осуществится, непонятно. А вот как я хочу видеть эту иллюстрацию, я уже представляю. Собственно, поэтому мне вообще сейчас, вот именно сейчас, мне нужно что-то такое сюжетное, и именно вот то, что мне будет нравиться, именно прям вот вдохновлять. Потому что мне нужно сейчас во что-то погружаться, именно вот в такое, чтобы настолько сильно погружаться, чтобы не... Ну, в общем, отключаться от своих каких-то мыслей. Поэтому, да, я сейчас, если даже где-то раскрашиваю по порядку, я перестану этим руководствоваться и буду красить только то, что я вот захотела. Вообще никакого насилия над собой, ни в чем. Нет, ну это самоконтроль, он все равно всегда будет в том смысле, что если совсем уже, знаете, не руководствоваться, можно до безобразия дойти во всех смыслах этого слова. Вот. Но в целом буду себя где-то в чем-то отпускать. Это просто необходимо. У меня там ушастик храпит, у него сейчас самый сон, он получил вкусняшку, я его погладила, вычесала, и он спит. Очень доволен. Так, я сделала небольшую паузу и как раз заодно взяла Средиземье и нашла здесь вот эту иллюстрацию. Вот. Ну да, значит, все я правильно использую, нужные цвета. Вот
так я и хотела. Так что продолжу раскрашивать. Это, знаете, как я сказала, мне нужно погрузиться в такой в раскрашивательный мир, в какую-то сюжетную иллюстрацию, все дела, чтобы отключиться от своих мыслей. Но я сделала паузу, чтобы попить воды и найти раскраску, и решила померить давление. Вот так-то Ира погружается в мир раскрасок. Но, правда, я даже порадовалась, потому что померила я не просто так, потому что я себя не очень хорошо чувствую. Но у меня давление очень-очень низкое. Нет, ну, в пределах сотки, но оно низкое. Ну и почему, вы думаете, я так радуюсь? Ну, потому что если бы у меня было давление в пределах нормы с таким самочувствием, это был бы реальный повод очень сильно дергаться, а так я сразу успокоилась, думаю, теперь все объяснимо. Ира успокоилась и раскрашивает. Вообще, честно говоря, лучше бы я не давление мерила, а маникюр сделала новый, потому что мне очень нравится и форма ногтей, и вот этот матовый цвет, и сам оттенок вот этот коричневый. Все мне нравится, но вообще-то уже пора бы менять. Вот, а я, видите, тут чем занимаюсь. У нас там вовсю дорожки чистят. Ну, у нас такая управляющая компания хорошая в этом плане. Они там рабочие работают, их подгоняют, стоит женщина, подгоняет их, следит. Ну, не всегда, но очень часто следит. Прям, чтобы все до идеального убрали. Хотя у нас дом самый-самый обычный. Вот очень хороший цвет этот у полихромосов. Не знаю, когда вот он у меня закончится, но это мне вот много полихромосов Оксана присылала, ну и я себе некоторые покупала. И я вот могу сказать, что из того, что я себе покупала, я, наверное, повторила бы вот этот. Хотя, в принципе, такие цвета много где есть, но все равно, вот, допустим, охра, она у разных производителей все равно отличается так или иначе. И я могу сказать, что лучшая охра это Ашан 50 цветов. Вот лучшая. Конечно, кто-то может сказать, да как такое может быть? Это же всего лишь Ашан, где 50 цветов стоит, ну, в пределах 500 рублей. Ну, может, понимаете, вот может. А вот этот цвет, это Олива Green Yellow Wish, пожалуй, мне кажется, полихромосы. У призм, конечно, там, я думаю, много цветов, которые классные. Ну, вот из того немногого, что у меня есть, я бы, наверное, даже повторяла, но как бы в связи с всеми этими событиями я уж не знаю, как что будет. В принципе, все наладится. Вот. Такие дела. Надо, я думаю... Ну, не могу я обойтись без вот этого карандаша. Сейчас я сразу... Ой. Сразу сейчас я биколоры возьму. Так. Что я показываю? То, что вот здесь вот, по идее, этого цвета быть не должно. У меня просто был такой подсвечник, не помню где, в Икее или в Ашане покупала, там такая палочка, но она как бамбуковая, но здесь это явно не то, поэтому я все-таки раскрашиваю вот этим цветом. И сейчас я биколором доделаю, а вот здесь, мне кажется, должна быть охра. А вот что здесь должно быть, я не знаю. Нет, здесь, наверное, биколоры пойдут. Минутку. Сейчас я их возьму. Вот. И здесь можно доделать. В общем, сегодня я с огромным удовольствием все это буду доделывать. Потому что сейчас я прям для себя и взяла вот это в привычку, что все-таки нужно все
как и раньше, доделывать. Потому что тот месяц был небольшим хаосом. Так. Но охра у меня здесь есть полихромос, я не полезу за другой охрой. Будет вот так. Вот, отлично. То, что я хотела. Ну, в целом. Так, эти я не буду далеко убирать, они мне еще сейчас пригодятся. Ну здесь еще будет берлинга металлик, 100% будет берлинга металлик. На фоне будет сухая пастель Мунга, наверное. Да, потому что мне будет спокойнее за раскраску, за лист и за вот эту потом иллюстрацию. С другой стороны, вот какой фон тут будет, тоже надо смотреть. Да нет, а тут я тоже могу так сделать. Да, я даже уже представила, как оно будет, поэтому... Быть сухой пастели. Ладно, я это видео буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Напоминаю, мой инстаграм 3 рыжие 3 Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи, всем пока-пока.